Всем привет, кто меня смотрит. Сегодня хочу видео показать. Это притирочные шайбы. Но начну с предисловия. Вы взяли, разобрали саксофон. Полностью разобрали. Сделали все, что нужно. Выровняли стоечки, все. Все, вы подготовили их уже к установке клапанов. Так, и теперь есть один большой такой нюанс. Нужно проверить сначала колодцы. Вот, например, в этом саксофоне, вот можете посмотреть, здесь колодцы все развальцованные. Есть развальцовка. Саксофоны, которые, вот, например, типа БС, Вилькляйны, там нету развальцовки. Там идет просто прямо. Но так же само, как в тех, так и в этих колодцах, есть погрешности в том, что инструмент годами выбивается и в нем получается неровность колодца. Вот, например, я сейчас вам покажу. Включаем лампу проверочную. И вот, например, берем на большом клапане. Мы ставим шайбу. Шайба это отполированная, ровная, потому это специальные шайбы. И вот мы прижимаем. И вот смотрите. Видите? Например, прижимаем вот сюда. Вот я ставлю. Впереди хорошо, а сбоку, вот можете увидеть, а сбоку уже идет уже просвет. Вот так не должно быть. Если вы подушки старые не оставляете, а выбрасываете их и меняете на новые, то притирка колодца вот здесь вот, будем так говорить, она должна быть обязательная. Почему? Потому что если вы даже будете подкладывать прокладочки, ну это не то будет. Вам лучше сделать именно ремонт саксофона в полной мере. Это то, что их нужно отшлифовать все колодцы, практически все. И я вам сейчас покажу, как это делается вот с этим набором. Вот такой есть набор. Здесь чем хорошо, здесь вот эти вот, например, сделаны из капролона, вот эта часть, которая входит вовнутрь колодца, так? А верхняя часть, шайбы сами, они каленые, отшлифованные и отполированные, вот эта поверхность. Что именно хорошо позволяет вам выровнять именно колодец именно по поверхности хорошей, потому что, ну, неровность, она будет сразу же видна. Капролон в середину колодца входит, и когда вы начинаете притирать, он у вас не бьет по саксофону самому, по инструменту. Он у вас не бьет, и вам ничего внутри не царапает. Здесь есть очень много вариантов, как для альта, тенора, сопрано. Здесь самый меньший, вот, самый маленький. И шайбы все идут по 5 мм в уменьшение до 20. От 60 мм до 20 мм пошагово это 5 мм в минус. 60, 55, 50, 45 и так далее до 20. Вот эти шайбы. То бишь они для разных колодцев предназначены. Вот, например, есть саксофоны, которые проблематичны в шлифовке. Это, например, вот я держу сейчас вот этот немецкий саксофон. Здесь в нем, видите, они не снимаются, защита, да, она просто припаяна. Можно ее выпаять, но зачем выпаивать, если можно подойти к этому с другой стороны. Вот, например, берем шайбу, берем уже, у меня заготовлено, вот есть наждачная бумага. В наборе, кстати, идет 2 наждачные бумаги. Один номер идет 180 для начальной притирки. И 240 это для окончания. Оно сделано на тканевой основе. Вот, и его надолго хватает. И теперь смотрите, есть такие нюансы в притирках. Всегда начинайте притирать с больших клапанов. Почему? Вы взяли наждачную бумагу. Она в диаметре больше. Вы притираете. Она сошлифовывается. Вы притерли один, притерли второй. Уходите уже на меньший клапан. Вы
отрезаете лишнее, и у вас получается на уменьшение наждачной бумаги хватает больше. То бишь вы делаете такой, экономию наждачной бумаги. Вот, так что начинайте всегда с больших. Как, допустим, вот вам поставить шайбу в середину, потому что если вместе, оно у вас просто не влезет, видите? Она не влезет и все, защита мешает. Просто берете капролон, всовываете с середины, берете наждачную бумагу вместе, все, у вас готово. Вы не вымете его, да, пока вы не притрете. Чем хорош вот этот ключ, и, например, есть прямой ключ, это под шуруповерт или же под дрель, здесь есть такой шарик, и можно им делать уклон. Небольшой, но можно делать уклон. Вот, например, вот смотрите, видите? И вы можете делать притирку. Вот сейчас мы притрем. Вот смотрите. Притирается вот эта часть и притирается вот эта часть. Вот эта часть еще не затронулась. И также самое вот эта не затронулась часть. Еще нужно притирать. Но вы представьте, если вы поставили бы новые подушки, то у вас была бы сплошная проблема. Вам бы надо было в середину подкладывать бумагу, ну и так далее. Понимаете? Потому притирку надо делать. Вот сейчас я протру еще раз, просмотрю еще раз, если нужно, еще раз протру и потом вам покажу. Итак, шайбой я притер. Вот можете увидеть именно насколько, видите, как отличается. И вам показываю. Видите, все, просвета нету, и все четко. Здесь, конечно, дольше. Почему? Потому что защита, и вам нужно крутить вот здесь. По прямой намного быстрее все притирается. Ну, я начал с большого клапана, потому у вас, например, остается вот след. Вот, потрачено было 2 наждачки. Вот, и у вас след остается. И вы, допустим, берете на следующий клапан, например, там, следующий идет клапан, да, вот такой. Вот, например, вот этот. Так. То вы уже ставите и вырезаете. И у вас уже идет уже подгон уже под этот. И все, и так же самое взяли. И подгоняете. Вот потому без вот таких вот шайб, без таких шайб, ну, очень тяжело. Я когда-то в свое время пробовал разными способами, но не получалось. И когда-то и напильником пробовал отшлифовывать, но это не то. Это совершенно не то, чем вот такой набор. Ну, вот есть их 2 набора. Вот таких. Ключ здесь качественный, материал сам качественный. Так же самое здесь идет именно вот этот шестигранный ключ. Он тоже качественный. Сама наждачная бумага тоже хорошая идет здесь. Вы сами знаете. Вот этот именно фирма, именно хорошая. Шайбы, еще раз говорю,
они каленые. Вот, например, брать если с Алиэкспресса, ну там, допустим, цена, конечно, намного больше, чем вот стоимость вот этого набора. И те шайбы, ну, по крайней мере, я не пробовал, но мои друзья пробовали, и они говорили, где-то за месяц, за два они выходят из строя. Из-за чего? Шайбы не каленые. И когда притирается, уже у них уже сама идет выработка. Потому решайте сами. У меня есть два набора, и вот эти два набора я могу продать. Но изготовление это в Украине производитель здесь делает именно. И потому, пожалуйста, могу отослать вам. Только пишите на электронную почту, и там мы уже договоримся и за цену, и за все. Все. Вам хороших творческих успехов и до свидания.